Good morning or afternoon. Здравствуйте. I want to thank you for this opportunity to come and present here again. Спасибо вам за предоставленную возможность снова быть здесь и выступать. This is my fourth time to Ukraine in the last year. За последний год я уже 4-й раз пребываю в Украине. I would call myself a teacher or a professor to a fault. Yeah. And a practitioner. In other words, my focuses are on what I feel my gifts are, which is one-on-one counseling with individuals and then teaching in the classroom. Я преподаватель, профессор, кроме этого практик и консультант, и фокусируюсь я на практической работе с клиентами и также преподаванием в учебной установке. I'm a full-time professor, but I also have 20 to 25 clients that I see weekly, so that's a pretty full-time client load also. Как профессор, в качестве профессора я работаю полная занятость. И кроме этого я принимаю 20-25 клиентов в неделю. То есть, в общем, полная занятость у меня. So, I know and I admire researchers, and research does inform practice, but I submit to you also that practice informs practice. Я восхищаюсь исследовательской деятельностью, так как она информирует практическую работу, но также хочу сказать, что на самом деле практика информирует практику. And so I spend a lot of my time behind walls creating places of safety for those to camp around their deep pain and to also camp around the emotional or existential questions of life. Я много времени провожу в закрытых помещениях, занимаясь тем, что создаю островки безопасности, безопасные места для людей, которые справляются со своими которые справляются со своими определенными вопросами, касающимися экзистенциальных вопросов существования и прочими глубокими проблемами. I'm also co-director of the Trauma Center, the Center for Trauma Studies at my university, and we deploy worldwide for traumatic events. Я также соуправляющий центром по работе с травмой при моем университете, и мы проводим практическую работу по всему миру. In my areas of specialty are PTSD and trauma, grief and loss, sexual trauma, and dissociative identity disorder. Сфера моей специализации — это посттравматическое стрессовое расстройство, работа с травмой, работа с горем и утратой и диссоциативное личностное расстройство. When you work with those areas in much the same way as sexual identity, you sit in awe, especially of those who've been traumatized by sexual abuse, that somebody, male or female, who has been abused by a male or a female would trust a total stranger with their pain and their stories. Работая с людьми, пережившими травму, первое, с чем вы сталкиваетесь, также как и в сфере терапии сексуальной идентичности, это создание атмосферы доверия
атмосферой доверия человека, пережившего насилие, сексуальное насилие, доверие человека абсолютному незнакомцу. And it really makes you understand and appreciate the sacredness of the work that we do when we sit across from others, in that it is indeed a sacred trust that they place in us. И эта доверительность заставляет вас по-настоящему осознать всю святость, And so I всю start, святость этого доверия, выстраиваемого между терапевтом и клиентом. and so I start with a quote of Frank Putman, who says, "Childhood abuse is not a diagnosis, but it is a life experience." Я начну с цитаты Фрэнка Путмана, который говорил о том, что сексуальное насилие, пережитое в детстве, это не диагноз, это жизненный опыт. And much like trauma and traumatic events, sexual abuse creates a break in the lifeline of the individual who experiences it. И так же, как и травма и травматические события, сексуальное насилие прерывает жизненный цикл, жизненную историю испытавшего его человека. And their life is forever impacted by that event. И их жизнь навсегда изменена этим событием. And sadly for some, it may take a lifetime for them to learn to move forward in life. И, к сожалению, для некоторых уходит целая жизнь на то, чтобы научиться двигаться дальше. A couple of definitions. Childhood sexual abuse consists of contact abuse ranging from fondling to rape and non-contact abuse. Несколько определений сексуального насилия над детьми. Сексуальное насилие над детьми состоит из контактного и бесконтактного насилия. Rape and non-contact abuse. Из контактного насилия это совращение и изнасилование до бесконтактного насилия. Modeling inappropriate sexual behavior, forced involvement in child pornography or exhibitionism. Бесконтактное насилие – это моделирование неуместного сексуального поведения, насильное вовлечение в детскую порнографию и эксгибиционизм. Adult sexual violence includes contact and non-contact acts without the survivor's consent since the age of 18. Сексуальное насилие касательно взрослых состоит из контактного и бесконтактного насилия, которое происходит без согласия одной из сторон, достигших 18-летнего возраста. Worldwide, statistics say between 30 to 38% of women have the experience of sexual trauma or sexual abuse. Мировая статистика говорит о том, что от 30 до 38% женщин стали жертвами сексуального насилия, становятся жертвами сексуального насилия. Depending on the country, some would say as much as 25 to 30% of males also experience it, although males don't often report it. Также в зависимости от страны, в контексте которой рассматривается проблема, от 20 до 20% мужчин становятся жертвами сексуального насилия. Но стоит учитывать то, что они не всегда о нем сообщают. So in America, 1 in 3 women have been sexually traumatized or abused before the age of 18. В Америке 1 из 3 женщин была сексуально травмирована или пережила сексуальное домогательство в возрасте до 18 лет. And depending on what area of the country, 1 in 6 or 1 in 8 males have had the experience of sexual abuse or trauma. И в зависимости от региона страны 1 из 6 или 8 мужчин переживал опыт сексуального домогательства или травмы. You've heard some key words here this morning. You've heard safety. Вы сегодня услышали некоторые ключевые понятия, о которых шла речь, например, безопасность, You've heard identity. идентичность, You've heard grief and loss. горе и утрата, You've heard guilt and shame. вина и стыд. And you've heard spirituality. И вы слышали о духовности. I want to give you an illustration just for a moment that'll incorporate all of those words.
Небольшая иллюстрация, которая включит в себя все вышеперечисленные понятия. This is not a counseling situation, but it's a true story. Это не кейс консультирования, но это реальная история. Of which this individual has granted me the right to use it, so I'm not violating anyone's confidentiality. Человек в этой истории задействованный дал мне разрешение, дал свое согласие на использование этой истории, так что я не нарушаю ничьих прав. I met a lady 5'9" tall. Познакомился я, значит, с двухметровой женщиной. Probably one of the most beautiful people I've ever met in my life. Вероятно, это была одна из самых красивых людей, которых я в жизни встречал. This wasn't a counseling situation. It wasn't a date or anything like that. Это не была ситуация консультирования и не свидание тоже. It actually was a professional setting. Это как бы были обстоятельства профессионального взаимодействия. I tell my students when I teach them to listen to the first words that clients say. Когда я обучаю своих студентов, я им говорю о том, что нужно слушать первые слова, которые говорит клиент. Within 2 minutes of meeting this lady, she asked me in a quiet voice, "Am I pretty?" Через 2 минуты после знакомства с этой женщиной она меня тихонечко спросила: «Я симпатичная?» I was shocked. Я был шокирован. I was stunned that someone that beautiful would be asking that question. Я был шокирован тем, что кто-то настолько красивый может задаваться подобными вопросами. I asked her why, and she says, "I'm not ready to meet my maker." Когда я ее спросил, почему, она ответила, что я не готова к встрече с Создателем. If there is a God, could he forgive someone like me? Если Бог есть, может ли Он простить такого человека, как я? Just a little bit of that individual story to share with you the key issues that people struggle with that have had the experience of sexual trauma. Вот касательно этой истории, это и есть ключевые моменты, которые переживают люди, испытавшие сексуальную травму.